Не дипломатическая перепалка. В США сказали, куда нужно пойти Путину. Украина атаковала Беларусь. Россия рассыпается в буквальном смысле слова. Дома валятся даже без взрывов газа. Посмотрели на шпили в тюрьму. В Европе идет отлов российских шпионов. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В США резко ответили на выпады бывшего президента России. Накануне Дмитрий Медведев в очередной раз надерзил хозяину Белого дома. Трамп играет в ультиматум с Россией. 50 дней или 10. Ему следует помнить две вещи. Первое. Россия – это не Израиль и даже не Иран. Второе. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с собственной страной. Не идите по пути сонного Джо. Пост Медведева стал реакцией на слова президента США о сокращении срока его ультиматума Путину. Бывшему главе российского государства ответил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Тем в России, кто считает, что президент Трамп не имеет серьезных намерений положить конец кровопролитию между Россией и Украиной, вы и те, кого вы обслуживаете, вскоре убедитесь, что глубоко ошибались. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не является президентом. Марш за стол переговоров. Дмитрий Песков уже не был так воинственен, как Дмитрий Медведев. Более того, уверенности в голосе не чувствовалось. Пресс-секретарь Путина сказал, что заявление Трампа к сведению приняли, но, похоже, желания у шефа завершать войну нет. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования. Напомню, что в понедельник Трамп сократил дедлайн для завершения войны с 50 до 10-12 дней. То есть срок истекает не 3 сентября, а 6-8 августа. Чего ждете от этой даты? Пишите в комментариях. Хакеры продолжают кибервойну против Кремля. Очередь дошла до Почты России. Не открывается ни сайт, ни мобильное приложение. Больше всего жалоб пришло из столичного региона, Санкт-Петербурга, Тверской, Калининградской, Самарской областей, Хакасии и Карелии. Причины сбоя неизвестны. В пресс-службе Почты России неполадки отрицают. Мол, все ресурсы функционируют в штатном режиме. Ранее хакерская атака парализовала работу сети аптек Неофарм и Столички. Недоступны не только некоторые функции на сайтах учреждений, например, бронирование лекарств, но и точки продаж пришлось физически закрыть. С проблемами столкнулась сеть московских клиник «Семейный доктор». Прием у врачей ведется в порядке живой очереди. Сроки восстановления системы неизвестны. Также выявлены проблемы у мобильных операторов МТС и Мегафон. В понедельник хакеры из групп «Киберпартизаны» и Silent Crow взломали системы Аэрофлота, уничтожив 7000 серверов авиакомпании, что спровоцировало новый коллапс в московских аэропортах. Были отменены 100 рейсов. Эксперты оценили потери перевозчика в минимум 250 миллиона рублей. Во вторник отмены рейсов продолжились. Украинский дрон атаковал Минск. Такой вывод можно сделать из сообщения Следственного комитета Беларуси. В тексте нет ни слова об Украине, но на фото, опубликованных силовиками, видны части беспилотника с украинскими наклейками и частями, произведенными в Германии. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Удивительно, что эта боевая часть не взорвалась ни от удара беспилотника в корпус жилой многоэтажки, ни при падении на землю. Не менее удивительно, что, обнаружив не взорвавшийся тротил, доблестные силовики Лукашенко решили никого не эвакуировать. И это при том, что во дворе, в котором упал БПЛА, находился детский сад. Милиция приехала лишь через 25 минут, после чего всех разогнала. Все проснулись от этого пронзительного звука, ночь вышла ужасной.
По информации Центра «Весна», через несколько часов милиция приехала еще раз. Но в этом случае, чтобы задержать тех, кто передал информацию независимым СМИ, предполагают правозащитники. До Следственного комитета на сообщения СМИ вынужденно отреагировали в Минобороны. Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели. Глава государства держит ситуацию на личном контроле. Беспилотники уже регулярно бороздят небо над Синеокой, но это российские ударные дроны и имитаторы. Как подсчитал Флагшток, только за одну неделю с 7 по 13 июля было зафиксировано не менее 59 случаев проникновения российских дронов в воздушное пространство Беларуси. После удара БПЛА в столичную многоэтажку в телеграм-канале Минобороны написали, что глава государства держит ситуацию на личном контроле. Ну еще бы, ведь в очередной раз дрон может упасть не около детского садика, а прямо в одну из резиденций крепкого хозяйственника. Кстати, какие у вас версии? Что это было? Украинский дрон сбился с дороги? Российская провокация? Или это уже в Следкоме Беларуси покреативили с наклейками? Пишите в комментариях. Москва выходит на новый виток противостояния с Баку. В ряде российских СМИ Азербайджан обвинили в подготовке к поставкам боеприпасов Киеву. Все ссылаются на хакера под кличкой Джокер ДНР. Азербайджан налаживает серийное производство артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 152 мм для поставок в Украину. Производственные мощности будут размещены на территории завода «Авиаагрегат» в Баку. По утверждениям хакера, эта работа ведется местными компаниями в кооперации с турецкой и болгарской фирмами. Также руководство ряда азербайджанских предприятий военно-промышленного комплекса проводит переговоры с болгарской компанией «Райс» о приобретении, транспортировке и налаживании работы 2 современных установок для изготовления корпусов для артиллерийских снарядов. Недавние слова поддержки Ильхама Алиева борьбе Украины за свободу, похоже, разозлили Москву. Из ТАСС уволили заместителя гендиректора Гусмана за поездку на медиафорум азербайджанского президента, и теплые слова в его адрес. А Z-блогеры призывали ударить по Баку орешником. В России продолжается настоящий домопад. Многоэтажные здания уже рассыпаются даже без взрыва газового оборудования. В Екатеринбурге обрушилась секция трехэтажного административного здания. 12 человек успели покинуть его до приезда спасателей. Еще 12 были эвакуированы. Причиной произошедшего могла стать ветхость строения, заявил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, рухнула одна секция с 1 по 3 этажи. Признаки криминала не усматриваются. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку и начала с того, что пытается установить, кто же отвечает за надлежащую эксплуатацию указанного здания 1963 года постройки. А в понедельник в Астрахани произошло обрушение в жилом доме 1962 года постройки. Рухнули квартиры с 1 по 5 этаж. Обошлось без жертв, но сообщалось о 3 пострадавших. В МЧС заявили, что взрыва газа не было. Основная версия ЧП – размытый фундамент. По словам жильцов, дом был признан аварийным еще в 2019 году. Его должны были снести 1 апреля этого года. Однако даже не расселили. В июне люди жаловались, что подвал затопило сточными водами, фундамент осел, а по стенам пошли трещины. Кстати, кто-то многократно обещал расселить россиян в нормальные дома. Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть, надо вытащить людей из трущоб. Теперь чиновники предлагают расселение из рассыпающихся домов с небольшим условием. Так, в городе Борзя Забайкальского края житель такого жилья пожаловался, что ему за ускорение решения проблемы предложили поехать на так называемую СВО. Ну а что, вместо квартиры в окоп? Как вам вариант? Пишите в комментариях. В Польше в разгаре сезон охоты. Охоты на российских шпионов. Улов беспрецедентный. В руки контрразведки попали десятки агентов Москвы. Об операции на заседании правительства рассказал премьер Дональд Туск. И zatrzymane 32 osoby. На данный момент мы задержали 32 человека, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые заказывали у них акты диверсии либо избиения. С
Среди задержанных, по словам Туска, есть поляк, россияне, украинцы, белорусы и колумбиец. Премьер высказал уверенность, что Кремль заинтересован и воздействием на определенные политические формации страны, намекая на недавние акции правых и откровенно националистических сил, направленных против мигрантов. Każdy, kto destabilizuje państwo polskie, czy próbuje... Каждый, кто дестабилизирует польское государство, кто дестабилизирует ситуацию на границе, является непосредственно или косвенно помощником российских спецслужб. Одним из самых ярких эпизодов стал случай с колумбийским гражданином, который был завербован Москвой для поджогов торговых центров и складов. Туск попросил руководителей силового блока действовать еще более активно по выявлению российских шпионов. Скандал в Узбекистане типичный для постсоветского пространства, но с нетипичной развязкой. Чиновник Министерства занятости и сокращения бедности забыл отключить камеру во время онлайн-совещания. Внимательные интернет-пользователи заметили, что в прямом эфире слуга народа обнимал сотрудницу, усадив ее к себе на колени. Скриншот разлетелся по соцсетям, министерство быстро отреагировало и расторгло трудовые отношения, причем с обоими участниками инцидента. В ведомстве подчеркнули, что такие нарушения служебной дисциплины и норм этики недопустимы и будут строго пресекаться. Верите? Обязательно напишите. И, кстати, если вы еще не подписаны на Нехта, может, сегодня? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.